Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 52-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске нашел босса Тагиллу и закрыл квест егеря «Путь охотника. Начальник завода». Выпуск поддержали финансово Стефан, Хруст Батона, Рекот и Боник Forever. Большущее спасибо вам за доброе слово и щедрую поддержку. С уважением к вам. Будьте здоровы. Шлем привет в Мурманск. Всем приятного просмотра. Я время от времени захожу между выпусками в убежище и смотрю, что там дикие за самогон мне приносят. Обычно это что-то тряпки там, либо что-то ничего интересного. Но в этот раз эти типы притащили мне целый лидыкс, прикинь. Оказывается, за самогон они носят лидыкс. Вот такая инфа. Значит, какие планы на сегодня? Я хочу в первую очередь походить на завод, чтобы закрыть квест лыжника «Тихий калибр». Мне осталось 7 ЧВК настрелять с 12-го калибра с глушителем. Так как мы идем не за Тагила, а за ЧВК, скорее всего, Тагила будет на заводе. Если получится его подстрелить, либо где-то там затрофеить на адреналин L1, то мы закроем образцы квест. Вряд ли, конечно, но если вдруг еще время будет, то мы сходим на улице Таркова. Там у меня несколько квестов висит, только зависит от выхода с локации. Ну и тем более я ключи уже прикупил, что надо будет доделывать на улицах Таркова, да, квесты? Тем более, если получится закрыть Тихий калибр, можно будет еще и продолжить выполнять квест «Миротворческая миссия», где синий бронежилет, синий шлем и с М-кой нужно настреливать диких. Так. Ну давай, Тагилушка. Что ты делаешь? Не убегай. Пистолетчики еще бегают на заводе. Вот так сюрприз. Этого я точно не ожидал. Что, где он? Ого, заклинило, прикинь. Давай, мочи! Давай, давай лечиться. Короче, надо пришиваться. Ну чё, неплохой день, господа. Вы только ко мне не щемитесь, ладно? Тут занято. Пока. ЧВК нашел того. Так. Наверное, утание, шмутание, это все оставим, да, пока?
капец, конечно, начинать день с того, что идти на завод. Сразу в Якшон и ПВП. Сюда идет, не сюда. Не, по-моему, он не сюда идет, да? А, да тут забирать-то нечего. Лутание, шмутание. Пацаны четко все делают, шмаляют по ногам. Броня вообще не задета ни разу. О, флешета пойдет. Отставить, отставить, я не это хотел. И вот они где-то тут должны быть. Вот они. Мелочно, конечно, но у меня россыпи нет. Я не ожидал, что сразу вот так вот будет. Понятно. Е-мое. Сука, ёбнули нашего! Ну, короче, надо разворачиваться и... Скорее всего, больше ЧВК тут нет на заводе. Выходить, короче говоря. А то сейчас придут челоботики и всякая прочая, да, дичь. О, ништяк. Квест какой-то выполнился. Автомат новый нашел. Вот это мы заберем, пожалуй. Опоздал, уже пришли челоботики. Ну чё, по парочке за рейд. Тоже неплохо. Сука, ёбнули нашего! ЧВК тяжелый, прям чувствуется. Вот! 3-й уровень, елки зеленые. Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Так, ладно. Лица живи! Пока я по лицу не получил, да? Здоровье 22-го, говорит. Ну чё, парочка есть, это уже половина, считай, 5 из 10. Еще 5. И мы закроем этот квест. Зашибись. Пошли домой. Плюс трофеи есть. Короче, знаете, что вам скажу? Сайга хороша, конечно, но вот эта маска Мандалорца, она, по-моему, больше кошмара наводит на ЧВК, чем на самом деле защищает мое лицо. Начинается какая-то суета, туда-сюда бегают, стреляют по конечностям, они голова-глаза, как обычно. Оказывается, попутно выполнился квест Скавенджер, мы достигли уровня поиска навыка 9, говорят. Короче, просто ходили, лутались туда-сюда, и он сам по себе выполнился. Погнали дальше. Насыпал магнума, Сайгу отремонтировал, и все получается. Ничего себе, скоро вайп, а тут 3-й уровень, новичок попался. Я считаю, что это редко сейчас новички на локациях. Ну давай еще мне штук 5 таких же, и все, и красота, квест закрыт. Пальчик выкинь, говорит. Блин, их там двое.
Двое и не с совочком. Давай, 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 давай. Пошли в офис, по-моему, они. Или нет? Ладно, давай долечимся туда. Не понял я, с чего он стрелял. Да и судя по урону, который нанесли. Ладно, сейчас мы вас найдем. Что-то посерьезнее там, по-моему. Как и шустрые. Очистили сейф. Это нам не надо. Кипариков просил, пришли какие-то еще и в пати, да? Типчики. Так они не пришли, что ли, или что? Так и не дошли? Не понял. Блин, еще такие раз и засели, да? Короче, я весь экшон отхватил сразу. И весь экшон пропустил. Сидел, лечился, пока тут все происходило.
Жесткий. Пару хедшотов поставил мне. Так, одного вальнули. Пойдет. Так, а это тот, который с дробовиком был, интересно? А что так лагает сильно? Значит, дробовик, возможно, живой еще, да? Сука, ёбнули нашего! Сейчас тут еще проверим. Слышал? Понаехали со своими дробовиками, скажет. Опа. Стоять боятся. Лизада, Дикий козёлы юмор. нахуй! Так, этот ПП, я которого убил, я слышал его здесь, он стрелялся. А где остальная, братва? Неужели вышли с локации уже? Гнида. Хуярь, медведя! Семи берцов! Где он его увидел? Может, наверху где? Или он на меня огрынулся? Непонятно. Ладно, что, челоботов ждать не будем. А, вот и КС. Который я тоже, кстати говоря, слышал. Это он и в офис успел забежать. Ну ладно. Что тогда? Кстати, есть вариант, что они могут сидеть на выходе. Те два типа. Пойдем сходим, посмотрим. Если есть, то хорошо. Если нет, то выйдем просто. Дверь открыта. Я что-то сразу и не посмотрел. Да, они вышли, походу. Капец. Ё-моё, еще и на выходе кого-то. Или их красанули, или они красанули. А навряд ли это топорист был. Судя по всему, его разобрали и вынесли. Это два типа, которые меня там встретили. Один всего, ну ладно. Хоть живой остался. Так. На той стороне возня.
Хорош. Ну вот, узнаю завод, голова, уши. Прилетела, как положено. У меня в ухо попал в незащищенную часть 5.56.45 FMJ мясной вообще патрон, который ничего не пробивает. У нас есть тут трофей, бронежилет Ген 4 мобильный, это 5 класса бронежилет, пойдет. И шлемак у меня тут есть, защитный шлем 4 класса защиты, сам шлем, и 3 класса защиты бронестекло. О, у меня вообще алтын есть, пацаны, прикинь. У Алтына вообще 5 класс брони шлема и 5 класс брони забрала. Офигеть. Ну раз идти глухим, давай тогда в Алтыне пойдем, пофиг. Прям по тяжелой будем танковать. Все, к бою готов. Почти. Вот теперь точно готов. Вперед. И с песнями. Вообще ничего не слышно. Зато что по башке будет пролетать, точно услышу. Без шансов, брат. Ё-моё. Фига ты, гусь. Я говорю, вообще ничего не слышно. В 3 метрах дикий проходит, я не слышу его. Поэтому надо постоянно быть в движухе, походу, да? Офигеть, он в уроне не пришел. Тоже в надежде, видать. А, он еще и зарядил не тем патроном. О, братела. 7,62 вепрь. Зарядил БП патроны. Интересно, неужели ты не видел, что он красным горит у тебя? Да тут нормальные патроны. Ладно, не будем жадничать. Жаль, что ты всего один. Конечно же. Нам надо еще 3 как минимум. Знаю, что Ронин дорогой. Возможно, он у него застрахован, потому что он 13 уровня, всего у него даже барахолка не открыта. Это, скорее всего, новичок, прям вот новичок. Настоящий. Ну, короче говоря... Можно идти не спеша на выход. Тишина вообще на заводе. Ни одного выстрела не слышу нигде.
Ящики вот это вот шляпы посмотрим. Сейчас быстренько. Пару курток тут, да и все. Капец. Ну ты понимаешь, да? Как тут играть? Тут только бегать и смотреть вперед. И главное крутить головой на 360, чтобы тебе никуда не прилетело. Потому что не слышно ничего. Ладно, фиг с ним, с этим лутанием. Пойдем. А то я так очень долго буду заниматься этим квестом. Выйдем, да еще раз запустимся. Так, на карах. Блин. Пистолетчика убили. Голенького. Вот петух. Кепка ебаная. Ебашьте парика. О. А вот он. Вот жук. «51-й». Ну, больше похоже, что он по приколу с пистолетом забежал сюда. Ну чё, пацанчики? Ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Гнида. Ну-ка, подожди. Пойдет. Не слышно, блин, нифига. Но зато я непробиваемый, отвечаю. Только по ногам мне стрелять. Больше некуда. Пошел отсюда. Так. Ногу пришить надо. Да, ты чё, серьезно? Да вот, вот. Эй, тормози. Ил. Капец, место, конечно, не лучшее для того, чтобы лечиться. Ай, 2 руки оторвали, нормально. Пока ногу хотел пришить. Фак, я бейсбол слетел. Как не вовремя. Идеальные тайминги. Шьем дальше. Мясо надо вылечить. Иначе урон будет распределяться по всему телу потом. Если по черной конечности будет пролетать. Это нам не надо.
Ну что, последний чевик остался, получается? О! Ты вовремя, бро. Он сам пришел, прикинь. Он просто взял и сам пришел, ублюдок. Я тебя искал 9 рейдов в прошлом выпуске. Мне даже пацаны писали, что за тишина, беспонтовый выпуск. Да ты чё, серьезно? Офигеть. Вот ты тагила, блин, вот ты тагила. Ты такой тагила, блин, отвечаю. L1, смотри. Ё-моё, 2 штуки L. Все, я пошел домой. Фары врубай, Ватю! Капец. Нафиг я на ночной завод ходил, тратил все это дело. Надо было днем идти и... Ну ладно. Я отвечаю, если бы я надеялся на такую ситуацию, что да вот, пойду ЧВК убивать, и там стопудово тагила будет. Я его тоже убью и у него L1 заберу. Стопудово так бы не было. Ну чё, мне повезло. Я L1 нашел все-таки. Пошли домой выносить его. Босс, актер получается, да? Приплатили тагили, чтобы он прискакал умереть. С L1. Полный набор стимуляторов мы передаем миротворцу. Квест образцы мы можем закрывать. L1 нам тагила принес. А значит, мы получаем... То что получаем? Да, в принципе, ничего особенного, да? Ну, приятно закрыть такой большущий квест, который практически в самом начале выдается, да, вайпа? Теперь он мне выдает, кстати, квест сотрудник Террагрупп. По этому квесту мне нужно найти рабочее место санитара в лаборатории, найти информацию о деятельности санитара, там флешка такая, и вынести ее с локации, с лаборатории. Все, погнали снова на завод. Мне осталось одного ЧВК всего лишь навсего подстрелить, и я тихий калибр, квест смогу закрыть. Диги уже настреленные, 1 ЧВК и дело в шляпе. Так. На краюшке карты появился. Наверное, самый верный способ ЧВК найти — это в офис сразу двинуть, да? Блин, слушай, на заводе пистолетчики бегают. Я в шоке вообще. Почему так, непонятно. Где-то тут он был. Ё-моё, 2 пистолетчика, серьезно. Пацаны, подождите. Мне 1 нужен. Капец ты живучий. Я думал, он умер, прикинь. Перестал стрелять, а он живой, оказывается. Все, господа и дамы. Я закрыл этот квест. Как я не хотел ходить с дробовиком, так, значит, и надо было сделать на самом деле с самого начала. Потому что сейчас с дробовиком ходить на больших локациях смысла абсолютно никакого. Ну, представь, я буду ходить на какой-нибудь... На каком-нибудь маяке или что-нибудь в этом духе с дробовиком. Ну, это же вообще алё. Только дробовик, только ближняя дистанция, One Love, отвечаю. По-другому никак.
Ой, блин, опять Тагила, прикинь. Только не Тагила, подожди. Он идет сюда, по-моему. Хорош. Ай да Тагила, ай да хорош. Смотри, когда там поле просто лута лежало, а он такой пришел и застрелил меня. Отомстил, пацан, отомстил. Ладно, мы свое дело сделали, ничего страшного, что помер. Нам выживание, выход с локации вообще не обязательно были. С тихим калибром покончено. На любой локации 20 диких настреляли и 10 ЧВК. Квест закрыт. Теперь выдает он квест Деза, по этому квесту... Ага, еще и сетевой провайдер, часть первая подъехал. Ладно, сейчас посмотрим. Найти, короче, флешку, которая на таможне. Она находится на мосту. Затем отнести ее в трехэтажку и в мусоре заложить эту флешку, часы золотые и СВ-98. Сетевым провайдером часть первая механик что-то подошел и ничего не понятно. Что-то какие-то галочки проставлены, уровень лояльности. Короче, там какие-то подзадачи, куча целая. Но квест до сих пор недоступен. Что-то пошло не так, короче. Теперь можно собираться на выполнение квеста «Миротворческая миссия». Пойдем на улице Таркова. Все, вроде все забыл. Смотри, что на улицах Таркова мне нужно сделать. Домашний арест. Просто выжить, выйти с локации. Наблюдение в ЖК Конкордия. Спуститься, забрать хард-диск. Короли высоток 2. Снайпера надо убить на крышах. И в Меченку нужно будет проникнуть и, скорее всего, выжить, выйти с локации. Так. Значит, у нас есть... еще подзадача с убийством диких обычных. Это миротворческая миссия. Но миротворческую миссию мы будем делать после того, как все свои дела тут переделаем. Да, у меня ближайший спаун, кстати, не спаун, а этот самый. Точка интереса это как раз таки Меченко. Ну, пойдем тогда сразу туда. Что у нас там? О, автомат. Одиночный, оказывается, стоял. Дикие, скорее всего, еще не подъехали. Ладно, мы на кинотеатре потом посмотрим, да? Постараюсь по шурику все это дело. Тут не затягивать. Надеюсь, что в этот раз улицы Таркова будут более снисходительны к новичку на этой локации. Тут не открывается, говорит. Куда я приперся вообще? А, вот здесь я отхватил в прошлый раз. Вон там гусь сидел. Пас меня. Так. О. Откинула достойно. Где-то тут. А, вон лестница, вижу, похоже. А, все, понял. Вон она, Меченко. Мне вот сюда, куда-то, да? Ой, тут проход есть. Пойдет. Нам, короче, сюда. Или еще выше.
А, вот она. Все, я прям к меченке пришел. Так. Базару нет, тут навешали, смотри. Ладно, складываем. Дикий бегает. По ходу дела. Вот, подзадача только выполнилась. Короче. Нифига она богатая меченька, да? Так, надо шевелить булками, чтобы тут не задерживаться. 5 тут предметов насыпано, заметил? О, вот это мы заберем. Это нам, возможно, пригодится. Тут, походу, вся комната усыпана, да, лутом? Или это у меня сейчас глаза просто разбегаются, куртки не лутаются, говорит. Классная комната. Вот это меченка так меченка, да? Зашел, я оделся, я обулся, я оружие набрал. Все, что хочешь. Так, теперь я хочу в сторону кинотеатра уйти. Так, я отсюда пришел, да? Ёлки-палки, тут такой удобный вход, оказывается. Надо запомнить, как сюда в меченку зайти еще проще. Выход на Приморском, двор, колодец. Упавший кран. Фонтанчик, оказывается. Что тогда в Конкордию пойдем? Раз мне там никакие предметы выносить не надо с меченки, а просто посетить и выжить, выйти с локации. Скорее всего, мне по второму разу не надо будет туда заходить. Ну, прямо, наверное, двигану. Сейчас вот здесь по этой стороне выдвинусь. Непривычно после завод, конечно, это вообще другой геймплей. Другой темп игры, другое все, в общем. Снайпер, он-то мне и нужен. На крыше который сидит. Как бы мне тебя аккуратно снять, братела? Чтоб самому не подставиться жестко. Отлично. Так, все, последний остался Дикий на крыше. Он же, надеюсь, считается у меня за снайпера. Да, посмотрим. Короли высоток. Все, последний остался. Так, еще я хотел меченку посмотреть. Стрим, часть 4. Все, просто выжить, выйти с локации, обнаружить место. Туда, говорят, можно еще и спрыгнуть как-то сверху с окна, но я, честно говоря, на ПВЕ пробовал. Я только ноги ломал, и все, у меня не получается. Вот хоть в лепешку я там расшибусь, но у меня ни разу не получилось, короче, запрыгнуть в это окошко. Я не знаю, как это работает, механика. Поэтому я решил не мучиться и все-таки купить ключ. Тем более, что деньга есть. Скоро вайп, что их мариновать, эти деньги, что ли?
Я их в любом случае не успею даже потратить до конца вайпа 100%. Но раз такая петрушка, я думаю, надо пойти еще одного снайпера застрелить, которого здесь, возможно, сейчас заспаунился. Это кто такой дикий? В помещении видит меня. Что-то кинотеатр, вообще тишина. Вот он как раз бы там появился. И я бы с любовью, аккуратно, но сильно жахнул бы. И ушел с локации. А, нет, в Конкордию пошел бы, в Конкордию. Тогда я, наверное, зря сюда иду, да? Или выйти, закрыть квест, зайти еще раз, чем вот это вот. Ну, хотя ладно, пойдем в Конкордию. А машина есть, говорит. Ты, да и рейд тихий довольно. Я вообще слышал стрельбу только там возле Меченки, где-то, скорее всего, в районе Пайнвуда было. Их с пулемета здесь поливал кто-то. Это все, что я слышал. Может быть, попробовать? Сделать все задачи. Хотя это у меня обычно плохо заканчивается. Красавчик. Живуч, могуч. Все такое. Отсюда я их не увижу. Мне по-любому надо будет подходить туда. Конкордия. Ой, Пайнвуду. Ты, ладно, пока я думаю, я бы уже успел сделать, что хотел сделать, да? Долго думаешь, Диса? Долго думаешь. О! Зашибись. Нет, значит, не зря. Значит, все правильно делаешь, Диса. Не слушай себя. Не слушай Дису, делай, как Диса делает. И все будет в ажуре. Докинем патроны. Теперь мы идем в Конкордию, спускаемся туда на парковку, забираем этот хард-диск. И постараемся там же выйти где-нибудь. Там где-то выходы у меня должны быть. Упавший кран, Климов, зона эвакуации есть. Вот мы там и будем. Это зона эвакуации как раз в тупике вот этой дороги. Там мы и выскочим. Вон там в конце выход, зона эвакуации. Так, а нам надо на подземную парковку теперь спуститься. Вот он, Конкордия, жилой комплекс. Так. Тут дикие, правда, тоже могут лазить. Но мне дикие даже были бы на руку. У меня миротворческая миссия. То есть я по-любому буду возвращаться еще на локацию. Можно было бы просто выйти. Пацаны, окружаем его!
Ох, сколько вас тут. Ну, блядь, нажри, сука! Режь, давай, Да, патроны разлетаются, будь здоров. Мне так на всех не хватит. Еще мясные какие-то патроны надыбал. 5,56, 45. Если что, их зарядим, да? Не-не-не, я с пустым магазином туда не хочу идти. Апасян. Сейчас еще двоечка, получается, там осталась. Двоих там убил. Пятерка будет. Полет. А где твой кореш? Так. Что тут у нас? Почему они мне не отвечают? Кому-то отвечают, мне не отвечают. А вон он. А, нет. О, кстати, вот и комната охраны. Короче, он где-то тут... Ладно, бог с ним. Придет. Сейчас успокоится, скажут, вроде никого, и пойдет дальше. О, пришел. А ты кепка ёбаная! Где ты? Вот тупырь! А вон он. Вот так вот. А, вот он, хард, кстати. В прошлый раз он лежал тут. Динамический, получается. Квестовый предмет. Да и как все, в принципе, сейчас, да? Почти. О, еще один. Сейчас, брат, сейчас. Шестидесятники тут находятся. Прикольно, прикольно. Всякие модули. Блин. Ну да, у тебя же шапка из кевлара какого-нибудь. Еще фонарик, смотри. Капец, тут чё, лута-то столько много. В меченку зашел, офигел, полный шкаф. В закрытую комнату зашел, еще полный шкаф. Флешки. Так, это мы сюда затырим. Так вот. Да ладно, бог с ним, он там стоит копейки, да? Хотя можно вот так вот сделать. Жух-жух, и все. Тебя еще и в рюкзак насыпал добра. Сейчас еще с дикарей, смотри. Пошел, пошел. Пойдет. Так, один. На второй. Второй. За густинчиком двигается. Понятно?
ты, синий броник, елки-палки. Ну ладно, они там стоят по 40 тысяч, фигня. Не проблема, да? И последний. Какие вы вкусные, пацаны. Нифига себе, обляпаться тут. Гранатку нашел. Так. А это, кстати говоря, ложится, встает кто? Это уже не друг. Ладно, пойдем на выход, чё. В 3 классе мне воевать. С ЧВК не очень. Блин, деревня, он как раз в стороне выхода у меня. Ну или как вариант, на упавший кран можно пойти. Не нарваться, чтобы, да? Не пойму. Я, по-моему, шаги слышал слева и справа. Это спящий? Ладно, пошли на кран. Может, тут еще одного дикого застрелим какого-нибудь. Кажется, магазины не полные. Я уделываю сюда. Вот дикий здесь. Стопудово. ГГ. Все уже полный, уже лутаться даже не вижу смысла. Есть там пару ячеек, конечно. Но лучше я выйду, не буду рисковать лишний раз. Пошли сдадим тогда квесты. Выход под краном, упавший кран точнее. Избежали ПВП, и вышли с локации, значит сейчас еще пачку квестов мы перезакрываем. Значит, стрим, часть 4 мы закрываем, обнаружили место сектантов, мечную комнату, вышли с локации. Выдает теперь, смотри какой квест, потрошитель, нужно убить диких, используя холодное оружие на всех локациях, получается. Маяк, лес, берег, таможенный резерв, завод дневной, улица Таркова. По 10 штук везде порубать. Скажите мне после этого, что и у егеря нет маниакальных наклонностей каких-то. Закрыли короли высоток, 10 снайперов на крышах улиц Таркова. Мы настреляли и вышли с локации. Подваливает прапор с квестом «Лучшая работа на свете». Нужно убивать любых противников из автоматов серии АК-74 на расстоянии более 100 метров. 30 жертв нужно ему, говорят. Домашний арест, часть 1. Мы можем закрывать. Вышли с локации. До этого на улицах Таркова пропавшую группу держали, в общем, в заточении. Такая импровизированная там камера была, где эти ребята сгинули. И, в общем, мы нашли
Нашли это место, открыли его ключом, который купили на барахолке, но выжить на локации мне не удалось, поэтому мы сейчас закрываем домашний арест. А, еще чуть не забыл, наблюдение же мы можем закрыть квест. Мы нашли информацию в ЖК Конкордия в подземной парковке, передаем ее механику и получаем награду. Ну и можем так по мелочи дейлик закрыть для миротворца, найти, передать, говорит, 11 жетонов бэров. Давай какие-нибудь выберу, которые маленькие уровни. Вот такой скромный наборчик передадим ему тогда. Бам, и все. Такой вот мощный сегодня у меня получился прогресс. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы, господа и дамы. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.